Друзья, практически каждому владельцу BMW X3 известна проблема скрипа стеклоподъемника и стекла водительской двери. Существует два варианта решения этой проблемы. Первый, кардинальный, который, как правило, применяют дилеры при гарантии, это замена стеклоподъемника на новый. Но через какой-то пробег у вас все равно стекло заскрипит. Это особенность данной модели. Никаких рекламаций и, соответственно, отзывов не было. У всех X3 скрипит стекло. Второй вариант решения – это смазка стекла и стеклоподъемников с силиконом. Как же это сделать? Здесь тоже есть два варианта. В первом варианте мы берем силиконовую жидкость, вставляем ее внутрь шахты, так, чтобы трубочка попала на внутреннюю сторону стекла. То есть та, которая смотрит в сторону салона. И обильно поливаем силиконом, не жалея силиконовой смазки по всему контуру. Поливаем, не жалеем. Метод эффективный, и действительно через 2-3 подъема стекла скрип исчезает. У стекла появляется легкость, и оно легко поднимается и опускается. Минус этого метода только в том, что придется поднять стекло. И протереть стекло как изнутри, так и снаружи. Поверьте, здесь нет никаких проблем. Максимум вам придется 2 либо 3 раза протирать стекло после такой обработки. Также можете не переживать по поводу силикона, который попадает внутрь двери. Избытки могут легко вытечь через сливные отверстия. И также он никакого вреда не может принести. Наоборот, по сути дела, одни только плюсы. Для второго способа смазки стеклоподъемника нам понадобится снять панель и смазать стеклоподъемник изнутри. Также силиконовой, но уже лучше густой смазкой. Для снятия боковой панели водительской двери нам понадобится снять вот эту крышку декоративную, которая прикрывает колонку. Снять вот эту крышку, которая прикрывает болты во внутреннем пространстве ручки закрывания двери. И, соответственно, снять еще 2 болта снизу. Воспользуюсь еще вторым методом из-за того, что я хочу поменять боковую вот эту вот панель. Из-за того, что есть вот на панели появилась трещина, это возможно из-за того, что когда разбило стекло, осколком ее повредило. И вот вы видите, ручка двери настолько обшарпана, что совсем не эстетически имеет вид. Надо менять. Боковая вот эта крышка снимается несложно. Поддеваете пальцы и тянете ее вверх просто. Все, раз. И она снята. Крышку я буду снимать вот таким инструментом. Появился после того, как я заказывал экран на телефон. И такими вот движениями отсоединю накладку. Необходимые мы элементы сняли. Теперь нам нужно открутить шурупы. Мы будем откручивать вот таким ключом Торекс на Т20. Здесь я воспользуюсь ключом в таком исполнении, так как подлезать с трещоткой неудобно. Так, шурупы мы все открутили, теперь нам остается отщелкнуть панель от двери. В этот раз я снимать буду, так вот, ставлю пластиковый элемент в панель, чтобы отодвинуть. Оберну отвертку тряпкой. Раз. Все, я отщелкну один зажим, затем ставлю еще опять пластиковый элемент с помощью отвертки. Сейчас постараюсь второй еще отсоединить. Так, я отщелкнул 2-3 зажима. Ребята, если будете использовать отвертку, пользуйтесь очень аккуратно. Если она будет без тряпки и чуть-чуть пережмете, все. На краске останется след, скол какой-нибудь. А можно также и помять элемент двери. Все. Дальше я уже пойду просто рукой отщелкивать. Таким вот образом. Поднимаю язычок замка. Отщелкиваю замок. И провода снимаю.
ля. И вот она новая панель, которую я поставлю на машину. Теперь мне нужно, соответственно, перенести все элементы со старой панели на новую панель. Также обращаю ваше внимание на то, что вот этот вот декоративный элемент, вставка деревянная, там пластиковая либо алюминиевая, она прикручена изнутри шурупами. Не пытайтесь снять ее снаружи, не сняв панель. Приступаем к разбору. Использовать также буду продолжать ключ на торекс на Т-20. Все, со старой обивки на новую мы все перенесли, зажимы установили. Обращаю внимание, сохраняйте вот эти резиночки, которые на зажимах. Иногда они остаются на дверях. Места крепления просто снимите, обратно оденьте на зажим. Все, панель готова к установке. Соответственно, для смазки стеклоподъемника нам нужно снять шумоизоляцию. Снимается она легко. Поддеваете пальцем, хотите отверткой, как очень аккуратно, и вот так ее оттягиваете. Герметик очень эластичный, такой не мягкий, хорошо отходит от двери. В принципе, вот так, наверное, достаточно. Я обратил внимание, дверь пыльная очень. И, видимо, из-за этого со временем начинаются проблемы стеклоподъемника. Видимо, много попадает внутрь двери пыли, какая-то конструктивная особенность, и поэтому постоянно требует смазки. Я сейчас протру тряпкой стеклоподъемник, места, которые я могу дотянуться, и все смажу направляющей смазкой. И заодно где-нибудь пробрызгаю тросик. Я смазываю направляющий. По-хорошему, когда будете смазывать изнутри стеклоподъемник, заранее опустите стекло, чтобы прочистить крепление, где стекло стоит, и вот этот вот движущий элемент. Вот таким образом у меня просто импровизированный силиконовый, густой силикон из шарика. Есть специальные такие густые, еще более густые силиконы. В тюбиках продается, можете его купить, он даже получше будет. И нанести его на направляющие. Вот это я, кстати, зря смазал. Стеклоподъемник ходит вот по этой направляющей и по этой. Ну вот мне все-таки удалось, я подключил панель, опустил стекло. Сейчас я вот обработаю вот эти места тоже с направляющим. Дальше еще обработаю густым силиконом. Здесь как бы прочищу. Все, стеклоподъемником смазали, сейчас подниму стекло и поставим обратно панель на дверь. Шумоизоляцию проверяем, чтобы не было никаких остатков силикона. И вот так одеваем, нужно попасть, соответственно, в пазы. Провода должны пройти через соответствующие места. И все. Все. Проклеим шумоизоляцию. Если мы здесь плохо прижмем герметик, то у нас тогда пыль начнет попадать внутрь обшивки. Все, готово к установке панели. Единственное, я еще раз здесь наклею мягкий скотч на всякий случай. Вообще здесь не было никогда стоков, но на всякий случай я наклею. И убедитесь, что все вот эти вот зажимы остались на двери. Друзья, камера почему-то не сняла процесс установки панели. В принципе, ничего сложного нет. Нужно обратить внимание, чтобы все зажимы стояли на своих местах. То есть здесь вверху должны стоять зажимы в двери. И зажимы панели, соответственно, в своих пазах. Устанавливаем замок через соответствующие направляющие. Подключаем колонку, подключаем стеклоподъемник и устанавливаем панель, прикладываем вместо крепления зажимов и просто сильно захлопываем, так стучим. Все, затем мы, соответственно, закручиваем два нижних шурупа, здесь два шурупа и один здесь. После чего устанавливаем панельку колонки. Она здесь имеет вот такую вот направляющую, то есть ее можно сюда завести и
поставить. И устанавливаем заглушку в кармане в ручке двери. Имеет конструкцию очень простую. Нужно попасть направляющими в соответствующие пазы и сюда вот завести тоже в эти места. Все, устанавливаем. Ничего сложного нет, она прямо сама встает в свое место. Итак, друзья, сегодня мы поменяли, соответственно, панель на BMW X3, панель на водительской двери, смазали стеклоподъемник, чтобы он не скрипел и работал нормально. Если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки. До новых встреч, новых видео. Пока!